Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Солнце над Серенгети не просто светит, оно властвует. Оно выжигает траву до цвета старой меди и заставляет воздух дрожать, превращая горизонт в зыбкое марево. В это марево, подняв столбы золотистой пыли, въехал старый внедорожник рейнджеров. На заднем сиденье, среди тюков с сеном и медицинских сумок, лежали две крошечные жизни, которые по всем законам природы не должны были дотянуть до заката. Первым был Кито, новорожденный слоненок, чья кожа еще висела складками, как великоватый серый костюм. Его мать пала от пуль браконьеров в нескольких километрах от границ заповедника. Он стоял над ее телом 2 дня, пытаясь разбудить ее слабыми толчками хобота, пока его, вконец обессилевшего и обезвоженного, не нашли люди. Вторым был Тоби. Маленький комок рыжей шерсти, помесь неизвестно каких пород, брошенный кем-то на обочине пыльной дороги, ведущей в Арушу. Он был настолько истощен, что даже не скулил, просто тихо дрожал, прижавшись к прохладному боку слоненка в кузове машины. Судьба столкнула их в самый темный час, объединив общим горем и запахом страха. В самом сердце реабилитационного центра, в просторном вольере, имитирующем дикую саванну, жила Амира. В свое время ее имя гремело по всей округе. Глава могучего прайда, гроза буйволов и антилоп, она была воплощением мощи. Но время и тяжелые раны, полученные в стычке с молодыми претендентками на лидерство, лишили ее статуса и свободы. Рейнджеры спасли ее, вылечили, но в ее янтарных глазах навсегда поселилась холодная, величественная меланхолия львицы, потерявшей свое королевство. Когда рейнджеры привезли сирот, возникла дилемма. Мест в боксах не хватало, а малышам критически требовалось контактное тепло. Без ощущения живого тела рядом слонята часто умирают от тоски. «Она их убьет одним ударом лапы», — прошептал молодой помощник, когда клетку Амиры открыли. «Посмотри на нее», — ответил старший рейнджер Самуэль, прищурившись. «Она не охотится, она ждет». Когда Кито, пошатываясь на своих столбообразных ногах, сделал первый неуверенный шаг к лежащей львице, время в заповеднике словно остановилось. Тоби, прячась в складках кожи слоненка, мелко дрожал. Амира медленно подняла голову. Ее огромные глаза встретились с влажным, полным слез взглядом Кито. Секунда, другая, и львица, издав низкий вибрирующий звук, похожий на рокот далекого грома, медленно легла на бок, открывая мягкий живот. То, что произошло дальше, биологи назвали бы сбоем инстинктов, но люди называли это чудом. Тоби, ведомый поиском тепла, первым нырнул в густую гриву на шее львицы. Амира не шелохнулась. Кито, почувствовав исходящий от нее жар, неуклюже привалился к ее мощному плечу. Так, под сенью старой акации, родилась самая странная семья в Восточной Африке. Первые месяцы были испытанием. Амира, привыкшая к суровой иерархии хищников, внезапно оказалась в роли опекуна существ, которые не понимали языка кошек. Кито страдал от палящего солнца, его нежная кожа трескалась без грязевых ванн, которые обычно устраивает мать-слониха. Амира, заметив это, начала проявлять удивительную смекалку. Она подходила к поилке и лапой выплескивала воду на землю, создавая лужу, а затем буквально подталкивала Кито мордой в грязь. Она интуитивно поняла — серому малышу нужна защита. Тоби же стал связующим звеном. Если Кито был слишком велик, чтобы играть с Амирой на равных,
то щенок не знал страха. Он научил старую львицу смеяться. Конечно, львы не смеются в человеческом понимании, но Амира начала издавать особые гортанные звуки «уф-уф», когда Тоби в очередной раз кусал ее за уши или пытался охотиться на ее хвост. Эти игры возвращали ей волю к жизни. Вечерами Саванна видела невероятную картину. Хищник, травоядная и собака отдыхали вместе. Тоби часто засыпал прямо на спине у Кито, а тот, в свою очередь, клал хобот на загривок Амиры. В этом треугольнике не было места пищевой цепочки, только общая потребность в любви. Переломный момент наступил в сезон дождей. Над Серенгети разразилась буря, какой не помнили старожилы. Молнии разрезали черное небо, а гром был таким мощным, что казалось, будто сама земля трескается под ногами. Кито, охваченный первобытным ужасом перед стихией, начал метаться по вольеру. Его трубные крики, высокие и жалобные, разносились по всему лагерю. Паникующий слон — это стихийное бедствие. Тоби забился под навес, скуля от каждого удара грома. Амира поднялась. Несмотря на боль в старых суставах, она преградила путь Кито. Она не рычала угрожающе, а издала тот самый материнский рокот. Львица буквально прижала слоненка к стене своим телом, заставляя его замереть. Затем она схватила за шкирку дрожащего Тоби и уложила его в карман между передними ногами Кито и своим боком. В ту ночь они спали, сплетясь в один живой клубок. Самуэль, наблюдавший за ними через камеру ночного видения, записал в журнале: «Они больше не разные виды, они — одна душа. Амира отдала им свое сердце, а они вернули ей смысл существования». Природа — строгий учитель. Спустя 2 года стало ясно — Кито перерастает в вольер. Его слоновья натура требовала просторов и общества себе подобных. Рейнджеры приняли тяжелое решение — отправить его в национальный парк Цаво, где действовала программа реинтродукции слонов-сирот. Для Тоби тоже нашлись новости. Семья волонтеров из Аруши, давно помогавшая заповеднику, решила забрать пса в свой дом. Маленький щенок вырос в крепкого, уверенного пса, но ему не место было в клетке с львицей. День расставания выдался пасмурным. Когда за Кито приехал специальный транспорт, слоненок словно почувствовал неладное. Он начал тревожно трубить, и этот звук разрывал сердца всех присутствующих. Тоби лаял до хрипоты, кидаясь на сетку вольера, пытаясь догнать уезжающий грузовик. Но тяжелее всего было смотреть на Амиру. Она не протестовала. Она стояла неподвижно, как изваяние из песчаника, глядя вслед удаляющейся пыли. В тот вечер львица впервые за долгое время отказалась от еды. Она просто лежала на том самом месте, где когда-то впервые приняла 2 сирот, и смотрела на пустой угол вольера, где больше не было серого гиганта и рыжего проказника. Годы шли. Китов Цаво стал легендой среди зоологов. Его адаптация была феноменальной. Обычно слоны-сироты долго остаются пугливыми, но Кито демонстрировал странную кошачью уверенность и спокойствие. Он стал защитником для младших слонят, проявляя терпение, которому научился у Амиры. Тоби в Аруше жил жизнью любимого домашнего пса, но его хозяева замечали странности. Он никогда не лаял на кошек. Напротив, завидев любую кошку, он замирал и вилял хвостом, словно ожидая чего-то. По вечерам он садился на крыльце и смотрел в сторону заповедника, прислушиваясь к звукам, которые доносил ветер. Амира совсем состарилась. Ее морда поседела, движения стали медленными. Она проводила дни под своей любимой акацией,
став живым символом заповедника. Все думали, что она просто доживает свой век в одиночестве. Но память сердца — вещь более надежная, чем инстинкты. Тишину знойного полдня спустя еще 2 года разорвал звук, от которого у рейнджеров пошли мурашки. Это была вибрация почвы, которую чувствуешь подошвами ног, прежде чем услышишь ушами, а затем мощный, уверенный трубный зов. К внешней ограде заповедника подошел молодой, сильный слон. В нем трудно было узнать того складчатого малыша, но взгляд, этот осознанный, глубокий взгляд принадлежал Кито. Он проделал путь в десятки километров, ведомый древней памятью. Он подошел к самой сетке и протянул хобот внутрь, туда, где под деревом лежала Амира. В этот же момент у главных ворот затормозил пикап. Хозяева Тоби приехали навестить Самуэля. Стоило им открыть дверь, как рыжий пес пулей вылетел из машины. Он не ждал команд. Он пролез под калиткой и, не обращая внимания на крики людей, понесся через поле к старой акации. Встреча была величественной в своей простоте. Тоби с разбегу уткнулся носом в седую морду Амиры, поскуливая и облизывая ее сухой нос. Львица, собрав последние силы, поднялась и тихо заурчала. Звук, который означал высшую степень кошачьего блаженства. А Кито, стоя за оградой, аккуратно коснулся хоботом ушей Амиры, а затем прижал его к спине Тоби. В тот вечер сотрудники заповедника приняли беспрецедентное решение. Они на несколько часов открыли ворота внутреннего вольера. Под заходящим солнцем, которое окрасило саванну в пурпур, сидела самая необычная семья в мире. Старая львица, взрослый слон и преданный пес. 3 существа, принадлежащие к разным мирам, но объединенные одной историей спасения. Они напоминали каждому, кто видел их, о простой истине. Настоящая семья рождается не по крови. Она рождается из тепла, предложенного в холодную ночь, из защиты, данной в час грозы, и из верности, которую не в силах стереть ни время, ни расстояние. Эта история осталась в сердцах людей как легенда о сердце Серенгети, месте, где хищник забыл о голоде, а жертва о страхе, потому что любовь оказалась сильнее природы.